Друзья, всем привет! Сегодня будет 12-й день игры в PvP режим в 22-м сезоне. Я показываю каждый день, как я отыгрываю в него. Давайте посмотрим, на каком сейчас я месте нахожусь. Это 23-е место. Меня по традиции немного сбросили по сравнению с прошлым днем. Ну, сегодня будем наверстывать упущенное. И я очень сильно надеюсь, что у меня получится все-таки этот сезон завершить в топ-10. А если все будет идти действительно очень и очень хорошо, то, может быть, даже в топ-5 я закончу его. Винрейт у меня, в принципе, неплохой, как я уже говорил, где-то около 85. Ну что ж, давайте начинать и посмотрим, насколько сегодня будут лютые противники и кто же попадется нам первый. Итак, первый противник определен, ребят, это Офелия. Вот кого-кого, а ее я не ожидал встретить в ПВП. Давно мне уже такой персонаж не попадался, но когда-то это был очень крутой персонаж для игры. Причем у нее есть свой аджор. Ну, давайте смотреть, что по факту получится. У меня скиллы более или менее хорошие, и бой начался, ребят. Смотрите, она бежит ко мне, у нее есть, да, аджор, как я и говорил, но мой демаг проходит сильней по ней. Ну и, соответственно, урона я тоже наношу больше. И, ребят, это победа, первая победа. Феля, извини, ты русскоязычный 100%, извини, что я тебя выиграл. Не хочется, конечно, выигрывать своих, ребят, но как складываются, так складываются. Следующий противник также, ребят, определен. Это Бонни. Тоже давно она мне не попадалась. Обычно это либо Лина, либо Анир. На ваших экранах скиллы, которые я беру, я надеюсь, что тоже это все-таки будет победа, хотя спаун клонов у Бонни намного больше, чем у Лины. Ну что ж, катка, погнали, ребят, в катку. Ну, смотрите, я по ней демаг. Вот самая большая ошибка, это когда человек бежит по узкой стенке, да, и наносится очень большой демаг. Осталось пару тычек всего лишь сделать. Да, ребят, это победа. Клоны не помогли ей. Сасуки 69 US. Сори, это моя еще одна победа. Победа номер 2. Двигаемся дальше. Ну, хотелось бы все-таки тоже сегодня сделать хотя бы 9-10 побед, чтобы подняться повыше в рейтинге. Ребят, следующий противник это Таранис. Я думаю, что здесь надо брать все на атаку, ребят, великан, усиление атаки, ну и меч. Ну, посмотрим, что с этого получится. Главное, чтобы это не была карта Тараниса, а это так не является. Но смотрите, ребят, он стоит возле стенки, это действительно очень плохо. Хотя смотрите, как по мне урон начал проходить, друзья. Ну, не знаю. Да, это победа, он падает, но урон просто космический по мне начал проходить. И заметьте, что это Таранис, скорее всего, не сильно прокачанный и при этом еще и без костюма. Двигаемся дальше и смотрим, какой противник нам попадается следующим. Ребят, что он долго прогружается как-то. Это Лина, 79 тысяч хп. Но смотрите, у меня действительно очень неплохие скиллы. Это двойная стрела, упругие стены и великан. Я такие скиллы все-таки возьму и буду надеяться, что у меня получится ее выиграть. Итак, бой начинается, друзья. Смотрим, что же по факту. У нее карта, в принципе, моя. Смотрите, поскольку сильно я в нее попадаю, а по ней демаг совершенно не проходит. Не, ну подождите, это что-то неимоверное. Меня, понятное дело, клоны бьют, и, скорее всего, это будет первое поражение. Но это такой черт, друзья. Мид, Винг, вот это чертяка, вот серьезно говорю. Вот он 100% что-то подкручивает, потому что столько, сколько прошло по нему демага, и он его просто весь поглотил, но это бред. Ну вот серьезно. Если вы мне написали или знаете, что это за чувак, напишите, насколько он сильно прокачан. Либо он читер реально, либо у него прям вот 7-я звезда у Лины. Окей. Не будем концентрировать на это сильно внимание. Я не люблю таких игроков, потому что действительно это неинтересно играть, когда по ним вообще урон не проходит. Следующий противник это, ребят, также Лина. И смотрите, она, ну, в принципе, неплохо двигается, наносит по мне урон, я тоже по ней наношу. Но тут сразу видно, что она не сильно хорошо прокачана, в отличие от предыдущей катки. Остается одна тычка, и да, ребят, это победа, хотя она тоже могла меня свободно выиграть. Супер, пока всего лишь одно поражение у меня и получается 4 победы. Двигаемся дальше, смотрим на следующего противника, который нам попадается, ребят. Какой-то новый противник 100%. И это тоже Анир, и давайте смотреть на скиллы. Ну, смотрите, медленные стрелы 100%, стрела вперед тоже. Ну и давайте наверняка возьмем касание, да, темное. Ну, посмотрим, что с этого всего получится. И катка начинается. Так, ну тоже, смотрите, я сразу по нему попадаю. По нему обратно урон не проходит. Я, конечно, не понимаю, но здесь не так все очевидно, как было в предыдущей катке. У нас идет ровная борьба, на самом деле, но вот нетопыри, они, конечно, уничтожают очень и очень больно. Всего лишь 4 атаки нетопыря, и это поражение. Да.
День выдается не сильно хороший, 2 поражения есть. Следующий противник нам попадается, ребят, я против него уже играл, это Бонни, это, если я не ошибаюсь, US какой-то там 95, вроде как. Я беру обязательно клоны, потому что когда ты берешь скилл клоны, он играет большую роль, причем их больше появляется, чем даже у той же Лины или у той же Бонни. Ну, вы сами все видите на своих экранах, моих клонов намного больше, чем у этого противника, и вот это Sasuke 96 US, это еще одна победа над этим противником. Остается всего лишь 3 катки, и проигрывать ни в коем случае, ребят, нельзя, потому что когда ты делаешь 7, да, ты уходишь в плюс по кристаллам, но твой винрейт, ну, действительно будет падать. По скиллам вы видите, какие я беру. Против меня также Анир, и смотрите, он, в принципе, по прокачке такой же самый, как и я. Ну, тут главное попасть пару раз, так, чтобы было хорошенечко. Итак, катка начинается, я, в принципе, попадаю пару раз по этому противнику, у него уже 30 тысяч. Ну, ребят, это тоже как бы легкая победа, я бы так сказал. И это мид тоже из того же клана, как и тот противник, которому не проходил демаг, так что месть есть, ребят, это тоже очень хорошо, это поднимает немножко когда моральный дух, да. Двигаемся дальше, попадается нам новый противник, это Таранис, ребят. Но смотрите, я возьму кровожадность, повышение хп и упругие стены. И идем в катку смотреть, что с этого получится. По хп я немножко доминирую все-таки, ну, я думаю, что это тоже будет, в принципе, победа. Ну, смотрите, демаг по мне проходит очень хороший. Я пытаюсь не приближаться к стенке, хотя все равно как-то вот не получается это идти очень сильно далеко. Борьба идет довольно-таки сильная, но я думаю, что все-таки, да, я выиграю, наверное, из-за того, что у меня все-таки была кровожадность. И это обратно Sasuke 96 US. Он взял другого персонажа. До этого он играл Бонни, сейчас он взял Таранисом, но и тут он проиграл, ребят. А последняя катка остается. Попадается тот же противник, но смотрите, уже с Линой. Ну, посмотрим, насколько ты хорошо ей играешь, потому что, Сасуки, я тебя выиграл уже и когда ты играл на Бонни 2 раза, и когда ты играл на Таранисе. А сейчас посмотрим, как ты играешь Линой. Так, ну а смотрите, она бежит ко мне в упор, ну зачем, не знаю, ребят, борьба идет довольно-таки сильная, усиленная и, ну вот на равных. И смотрите, я ее выиграю первый, она падает, и это победа моя, друзья, вот она, вот она. Сасуки, сори, ты сегодня проиграл всеми персонажами, которые, наверное, у тебя есть, и которых ты хотел когда-либо попробовать в PvP режиме. Окей, сегодня делаем 8 из 10, тоже довольно-таки неплохо. Поднимаемся в рейтинге на 6 место. Я думаю, что, по сути, до конца дня я тут и останусь. Остается еще 2 игровых, ребят, дня. Мой винрейт составляет 85%, 102 победы из 120 игр. И я думаю, что это, в принципе, хороший результат. Ну что ж, ребят, вам всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, писать свои комментарии, а также подписываться на канал, потому что совсем скоро будут новые розыгрыши. Всем спасибо и пока-пока.